Hello, everyone! Всем привет! Итак, сегодня будет влог, но немножко не в том формате, в котором вы привыкли это видеть. Я буду где-то какие-то видео вставлять с пояснением. Вот, в общем, вы же все знаете, что я должна была поехать на концерт Abyss Watching Me. Первый раз не получилось, потому что был перенос. Во второй раз у нас все случилось, но не без приключений. Вот, я надеюсь, что вам понравится такой влог. И вы тоже окунетесь со мной какие-то эмоции, и вам это все понравится. В общем, перед тем, как смотреть, прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это все очень важно и поддерживает меня. Итак, всем привет, ребята. Сегодня настал день X. Сегодня концерт Ломанс и Abyss Watching Me. Вот. И, пока не знаю, эмоции у меня странные, сейчас устала вообще. Не было никакого настроения, даже со вчерашнего дня не было. Вот. Сейчас, не знаю, посмотрим, надеюсь, что лучше станет и будет все хорошо. Вот. Я даже не знаю, что больше сказать. В общем, пока вот такие эмоции, мысли. В общем, да, может это какие-то переживания или еще что-то. Вот. Может то, что осознание пришло в плане того, что я делала на ребят реакции. Я сейчас на концерте сильно, хотя, допустим, в том же самом, когда я на интервью, я брала Лонер, такого не было, вообще не было. Вот, не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что все будет хорошо. Самый счастливый день, когда это было 17 марта, когда должны были выступать группы, разогрев и сама основная группа. На разогреве в Питере было две группы, одна, я не помню название, если честно, я если что здесь ставлю, и вторая, конечно, группа была Loners. Вот, я их очень ждала посмотреть, как ребята взаимодействуют на сцене, потому что я видела, как они делают саундчек. Что группы разогрева очень хорошо отыграли, Loners разорвали питерскую сцену, это было очень круто, это очень было здорово, вот, и я еще, конечно, захотела посмотреть еще, как они в Москве будут играть, поэтому вот так, вот, у Loners еще могу сказать, что я, к сожалению, не засняла, потому что я впереди стояла, а у них сзади еще на одной из песен были не фейерверки, а типа бенгальских огней, в общем, огоньки какие-то были, но я, к сожалению, не засняла, поэтому я надеюсь, что в интернете вы найдете и увидите, это было круто. Либо у ребят из влога, у них должен тоже быть влог, посмотрите, как это было классно. Ну, мне еще понравилось то, что на последней песне там Никита всех просила зажигать телефоны, фонарики, и все это делали, это очень здорово было. Соответственно, у нас дальше были Abyss Watching Me.
Вот, если у кого-то... Да, я могу сразу сказать, что я побывала на саундчеке и у Эбисов, и на Loners, ну и на остальных группах. Если вдруг у вас какие-то возникают такие вопросы, что я могла, допустим, сразу взять автограф, либо сфотографироваться с Егором, то нет, я так не стала делать, потому что я так понимаю, что ребята все устали, то, что очень была длинная дорога, и тем более нужно было настроиться на концерт. Я не стала так делать и решила, что это сделаю после концерта. Но случилось одно но. Вот. Получилось так, что команда разогрева, они отыграли свои концерты, и вышла группа Abyss Watching Me. Но, к сожалению, ребята успели только сыграть, получается, интро и 1,5 песни. Вот. И пришли неожиданные гости ОМОН. Если честно, никто не ожидал вообще никак никогда. Потому что ты сначала в это вообще не веришь никак, никаким образом, что может вообще такое произойти на концерте. Ничего не предвещало вообще. То есть, как по официальной версии, что у клуба не было лицензии на то, чтобы они могли продавать алкоголь вот в этом роде. Вот, и ты сначала стоишь и не понимаешь, то ли это розыгрыш, то ли это элемент шоу, смотришь на группу, они как бы тоже не понимают, либо делают вид, что не понимают, а потом вот это осознание приходит, что нет, это не шутки, это все так и есть. Вот, и получается, к сожалению, питерского концерта не случилось. Но кто смог, едет в Москву. Ну и получается, судьба так решила, что я еду на концерт в Москву. Вот. На питерском концерте меня узнали. Я надеюсь, меня не перепутали с Дашей, моей сестрой. И именно меня узнали. Там одна девочка подошла: Оля, привет тебе, если ты смотришь. Вот, она сказала, что там смотрит мои реакции. Плюсом она еще запомнила Максима. Вот, и мы с ней немножечко пообщались. Это, конечно, было очень приятно, потому что все равно у меня мой канал не такой большой, чтобы быть такой узнаваемой и так далее. Ну, в общем, это было приятно, что какая-то уже узнаваемость есть. Ну, в общем, спасибо большое. Я надеюсь, что ты тоже будешь развивать свой канал, и тебя тоже будут узнавать. Тут случилась неожиданность. Вот тут Оля, она смотрит меня. Точно меня, это не сестру мою? Нет, тебя. Вот. Реакции на клипы, да. Да, она тоже делает. Ты там еще с мальчиком с каким-то металкорным прикольным челочкой как-то реакции делала. Ну, это Максим у нас, друг наш. Да, вот. Вот, в общем, так получилось, что тоже пришли на концерт, и неожиданно вообще, что как бы немножко узнали. Вот, поэтому могу передавай привет, кому хочешь. Передаю привет, не знаю, всему там сообществу металкорному и металкор станции. Я сегодня встретила чувака с металкор станции. Вот, здорово. В общем, вот так получилось. Спасибо большое, что смотришь. Спасибо. Да, было неожиданно, что кто-то меня узнал вообще. В общем, вот так. И пошла такая шутка, то, что так как не состоялся концерт у Abyss Watching Me в Питере, я надеюсь, ребята не видят, что я сейчас скажу, что это был сольный концерт группы Loners. Вот, ну да, такая была шутка. И, в общем, как бы я думала дальше ехать, не ехать. В общем, я решила, что да, я еду, потому что так получилось. И тем более я так совпало, что я поехала в одном поезде с группой, часть группы Abyss Watching Me и группой Wildways с Loners. Не Wildways, Loners. Просто я сейчас реакцию снимала на Wildways. Она вышла, поэтому что переходить, потом посмотрите. В общем, в одном поезде с группой, часть группы Loners и часть группы
Abyss Watching Me. Вот. И мы как раз потом доехали до Москвы. Если что, вот ребята сидят, если что. Мы кушаем. Но я тебе скажу, Увидимся, короче, завтра. по-русски, конечно, есть среди. Итак, добравшись до Москвы, часть ребят из группы Loners поехала к знакомому, я поехала в хостел немножко передохнуть, и Кирилл и Сережа, который драймер, они закинули свои вещи ко мне в хостел и пошли гулять по Москве. Вот, после того, как время подошло идти к саундчеку, то есть Сережа из Loners помогал группе Abyss Watching Me играть на барабанах. Вот, они забрали вещи, ну, соответственно, я пошла вместе с ними. Вот, они мне доверили нести вещи, я помогла группе. Вот, и получается, когда мы добрались до клуба, потом чуть позже подъехала как раз группа Abyss Watching Me полностью. Вот, и соответственно, я посмотрела, как разогревается группа Abyss Watching Me, потом Loners и, соответственно, другие разогревы были. Вот, вы сейчас увидите видео, где произошла встреча с Егором. В тот момент для меня была это неожиданность, потому что как бы я не стала тоже тревожить там Егора, так как я знаю, насколько тяжело или трудно добираться, допустим, в том же поезде. Вы сейчас еще увидите кусочек, где Кирилл жалуется на то, как он доехал до Москвы. Я тоже могу поддержать Кирилла, потому что я вообще ехала в купе с 3 мужиками, которые храпели. То есть, понимаете, да, я от силы, наверное, поспала 2 часа. Вот, получается, я не стала тревожить Егора с тем же, типа, фоткаться и взять автограф. Как бы нет, пускай ребята отдохнут, настроятся на концерт, сделаю после. На тот момент для меня было неожиданно то, что Егор подошел, такой, типа, говорит: пошли, что тебе там подписывать. Я просто растерялась, вы сейчас это, правда, увидите. Я не знала, куда деться, типа, куда, зачем, что и так далее. Но я очень хочу сказать спасибо большое Сереже и Кириллу, что они засняли этот момент. Если бы не они рядом, у меня бы сейчас вот этого видео не было. Я очень благодарю, что вы это сделали. Вот, в общем, сейчас посмотрите этот момент встречи. И, конечно, это мне останется надолго в памяти, тем более так, в записи. Так, всем привет! Сегодня у нас Москва, я надеюсь, сегодня состоится концерт. И все случится. Я очень надеюсь на это. Если хотите показаться в влоге, пошлите. Йоу. Ты сюда подходи. Да, блин. Концерт Егора Ярушина, дубль 2. Йоу, я вылезаю. Яндекс.Музыка — это культ, запомните, это крутая вещь. Там все став драймера, так что это очень здорово. Ладно, я надеюсь, что не только у меня одна запись будет с концерта питерского, но и с московского несколько хотя бы будет видео. В общем, ладно, посмотрим, как дальше будет. Увидимся на концерте. Мы пришли на концерт группы Abyss Watch Me. Мы главные фанаты. Да. Очень любим Егора Ярушина. Вот мы пришли заранее, до открытия дверей. Как видите, никого еще Послите нет. инфе, послите По инфе. слитой инфе, да. Да, это важно. Вот. Надеюсь увидеть его вживую. Надеюсь, он такой же милый, симпатичный, как и на видео. Да. Визжать будете, как вчера, девочки? Бля, так это я видел. Девочки визжали, как я вообще. Как вы себя ощущаете? Жарко. Я охуеваю, блядь. Хотите узнать историю, как я пипец датенько покатался в поезде? Да, На давай. всякий случай. Курить, здоровье вредить, запомните. Мы поехали порознь, Серега с Вовой отдельно, Сережа отдельно, Никита на самолете еще полетел, я поехал в поезде на сидячем месте. Рядом со мной сидела вот такая вот, мне рук не хватит, Барышня. от стены вот до сюда, блядь, мадемуазель XXXL, которая решила поспать. И навалила такого саббаса, блядь. Ох. А параллельно с этим у нас сиденья стояли вот так вот лицом друг к другу. И, короче, напротив меня сидел какой-то чел длинноволосый, который всю дорогу смотрел на меня таким взглядом, как будто у меня трактор какой-то. И я почти уверен, что он гей. Потому что у него накрашенные ногти, волосы, и он смотрел на меня вот так. Поближе надо снять. Каждый раз, когда я поднимал глаза, я видел его. Я буквально боялся глаза поднять, потому что если я на него посмотрю, наши глаза пересекутся хотя бы на долю секунды, он меня трахнет. Если я усну, он меня трахнет.
Короче, страшно. Страшно. Короче, я не спал всю ночь, и я сегодня буду играть концерт вообще не спавшим. Или, может быть, я посплю в гримерке. Если я усну в гримерке, засни меня. Довольный. Я все, я потеряла. Короче, Конечно. Просто отдай мне, я передам туда, куда надо. карте. У тебя на карте, хорошо? Да, давай карту. Я дам тебе потом координаты, и ты сделаешь, хорошо? Спасибо. Е-е-е. Давай я тебе подпишу. Ты не трясись, ты так. Так, хорошо, сначала. Куда тебе, Анбоксинг. вовнутрь? Вот сюда? Да, без разницы вообще. Просто когда ты делаешь реакции и когда ты это вживую видишь, это совершенно другое. Я помню, как меня Даша Милка с Black Milk, она впервые меня в 2016 году увидела и говорит, я так не привыкла видеть тебя не на экране. Типа вот ты обычный человек ходишь и разговариваешь. Это более привычно. Более привычно, да. Только у тебя есть камера, И давай я тебе плакат нормально выдам сейчас. когда же камера стоит над тобой, получится вот так немного, да? Да. Ой, я снимаю Егора в Егоре в камере. В привычном Егор виде. в Егоре, в Егоре, в Егоре. Егор в квадрате. Егор, скажи, пожалуйста, фирменную фразу это «Всем привет». Всем привет, с вами Егор Ярушин. Красавчик, спасибо. Ага, спасибо большое. Довольно. Так, Мерчагу, куда с Мерчагой? Фотку еще надо? Итак, насчет помощи фонду. Я вам писала в Телеграме, что если у меня это получится сделать, то я сделаю. У меня получилось. Но я не смогла, правда, отдать именно наличными Егору, но я сделала 2 перевода. Первый перевод именно на фонд помощи Настенька на сайте, и второй у меня уже дал, когда Егор реквизиты, я туда скинула. В общем, вся сумма, это у меня 4000 вышло. Да, это небольшая сумма, но хотя бы пусть даже такая сумма, я надеюсь, что поможет какому-нибудь малышу в борьбе с болезнью. Вот. Итак, наступает время концерта. В этот раз именно в Москве было 3 группы разогрева, и основная группа это была Abyss Watching Me. Вот, ну, конечно, я ждала Loners из разогрева. Я хотела очень сильно посмотреть, как получится у них разорвать сцену Москвы, как вообще их Москва примет. Вот, в общем, но сейчас я немножко поругаюсь, потому что если меня сейчас захейтят за группу Without Me, я скажу, идите куда подальше, потому что это было нечестно по сравнению с группой Loners. В общем, Loners пришлось сократить свой сет-лист на 10 минут, то есть, прикиньте, примерно 4 песни ребята не сыграли, а они офигеть как сыграли песни, тем более это были новые песни, и мне было очень обидно, что я не услышала одну из новых песен, вот. Но ребята отыграли на 1000%. Просто они там пищали, визжали все. Вот я могу сказать, хоть я стояла в начале, там ребят снимала, но все визжали и пищали. Это прям, там, знаете, Сережа, который драмер, просто порвал все сердечки девочек, которые впереди меня стояли, сзади. Там просто он мог поднять палочку, там все визжали. Вот, мне кажется, если кто-то приходил, были фанаты у Егора, фанатки, их теперь уже нет, они все у Сережи. Просто там девочки реально от него тащились. Это Сережа просто разбил все стереотипы по поводу барабанщиков. Кто не знает, там шутки типа они всегда сидят сзади, их никто не видит, у них нет поклонниц и так далее. Но здесь все получилось наоборот. Ребята с огоньком отыграли концерт, это было очень мощно, это было очень круто, это было очень здорово. Потом вышли Abyss Watching Me.
Все переживали, надеялись, что ничего не произойдет, как было в Питере. И слава богу, что ничего не произошло. Ребята офигеть как круто отыграли. Москва их приняла очень хорошо, очень сильно. Мне кажется, за Питер, в общем, вдвойне это было круто и мощно. Егору вообще не надо было петь. За него пел весь зал. Это очень здоровски было. Блин, эти такие ощущения очень клевые. Вот, и да, были какие-то, ну, немножечко были проблемы с голосом в плане того, что немножко голос Егора осип, но это понятно, потому что такой стресс был. Приезд, потом незваные гости и так далее, это нормально. Здесь отдать должное надо, что Егор вышел на сцену, сыграл это все, спел, и это получилось очень круто, это очень здорово. Я могу огромное спасибо сказать за подаренные эмоции, это было, правда, действительно очень круто, что от группы Loners, что от группы Abyss Watching Me, это меня очень сильно порадовало, что я смогла попасть, и у меня остаются эти воспоминания, эти эмоции на памяти, в телефоне, на видео, и вот так я могу сесть и рассказать про то, как я чувствую, какие я испытала эти эмоции. Это очень здорово, огромное вам спасибо за это. Я надеюсь, что в скором времени мы тоже увидимся на концертах, и к нам в Россию будет побольше приезжать разных групп, чтобы вспомнить те эмоции, которые когда-то мы забыли. Every time I left, I kept a part of me with you. Until there was no me to keep, no. I'm tired of, don't follow yourself. We got the ties and there's no regret. Если честно, у меня никогда не было такого расписного плаката, даже не плакат, я афиши всегда это называю. Вот, в общем, это расписная афиша от группы Loners. Вот реально, у меня никогда не было такого. Вы сейчас вот посмотрите. Вот тут они написали, типа, с любовью, не типа, а с любовью от Loners. Вот тут ребята расписались, кто... Сережа там вообще оставил свой ник от инсты, но он немножечко неправильно написал, но, в общем, ссылки будут. Кирилл написал гав-гав, я не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, будем считать, что это какая-то внутренняя шутка группы. В общем, вот так вот. Спасибо, ребята. А теперь у меня идет от группы Abyss Watching Me. У меня, вы скажете, почему два плаката и почему они одинаковые. Вот это официальный плакат от Abyss. В общем, они продавались, но Егор мне, за то, что я делаю реакции, Егор мне подарил просто так его. В общем, тоже тут, получается, автографы. Вот такой плакатик. А второй, почему он такой же? Потому что всегда, когда в 2019 году ездила на концерты, всегда печатала такие афиши. Либо фотографии делала, либо афиши, но афиши мне нравятся больше. Вот, ну и в этот раз, соответственно, я тоже сделала афишу. Но в тот момент я не знала, что мне подарят официально. Вот, и получается, здесь мы тоже расписались. Тут серебряный, ну да, в принципе, вам видно. Вот, тут тоже, получается, Егор расписался. Первым на нем расписались Вацлав и Никита, а потом уже Егор. Вот, в общем, тоже. Это их же афиша, но только напечатана немножко на другой бумаге. Вот. И, получается, я еще взяла диск. И на диске мне расписался Егор. А тут, кстати... нет, это просто отпечаталось. Вот. Тут, вот он. Это просто... Если вот тут отпечаталось, а вот тут прям автограф. Я еще хотела пойти в толстовке Abyss Watching Me, но я, когда собирала сумку, забыла ее положить в чемодан.
Это так обидно было, если честно. В плане того, что очень много людей пришли в мерче от Эбис, а я была в фиолетовой толстовке. Но я надеюсь, что мы еще когда-нибудь увидимся. Вот, и я уже приду в мерче официальном. Итак, ребят, если вы вдруг жалеете после просмотренных видео то, что не побывали на концерте в Москве, в Питере, и не увидели, как группа Loners разрывает сцены в Москве и в Питере, я вас хочу обрадовать. Вы можете ребят увидеть живьем совсем очень скоро. Это будет 13 апреля в городе Екатеринбург. Они будут разыгрывать группу Times Square. Вот. Ссылку оставлю, где можно заказать билет. Вот. А если вам и этого мало, то 31 марта заходите на все музыкальные площадки, ищите группу Loners и ищите их новый альбом «Отражение». Это будет мощно, я очень сильно в этом уверена. Вот, в общем, смотрите живьем 13 апреля в городе Екатеринбурге и слушайте их 31 марта на всех музыкальных площадках. Репостите везде, куда можно, отправляйте мамам, папам, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам и так далее, всем своим друзьям. Рекомендуйте очень сильно эту группу. Ребята должны порвать сцены России во всех городах. Итак, я еще раз хочу поблагодарить очень-очень сильно тех людей, которые были рядом со мной на протяжении этих 2 дней. Я очень благодарна, что вы мне подарили такие классные, шикарные эмоции. Я это, конечно, запомню очень надолго. И еще я хочу отдельно, очень-очень сильно поблагодарить группу Loners в плане того, что они осуществили мою мечту. Ребята об этом, кстати, не знают, но они сейчас это посмотрят и узнают об этом. В общем, группа Loners осуществили мою давнюю маленькую мечту, о которой я когда-то давно мечтала, но потом перестала об этом думать. В плане того, что у меня была такая мечта посмотреть, как рок-звезды готовятся к концертам, как они переезжают, как они какие-то решают дела, но не с точки зрения фанатов, никогда ни в коем случае нет, а именно с точки зрения глазами рок-звезды. Вот, и благодаря ребятам, Никите, Сереже, Кириллу, Вове и Сереже у меня осуществилась эта мечта. Я очень благодарна за то, что Вселенная послала мне таких людей в мою жизнь, что мне понравилась их музыка. Я посмотрела, как они это делают, как они готовятся к саундчеку, как они готовятся к концертам, как они решают какие-то ситуации, которые может произойти. Это очень здорово. Для меня это было, правда, очень интересно. И словить такие кайфовые эмоции, которые я реально запомню на очень-очень долго жизнь, на свою долгую жизнь. Вот, также я хочу поблагодарить Егора, потому что он смотрит мои реакции, комментирует. Для меня это тоже было когда-то неожиданно, когда я первый раз увидела, как его первый комментарий прилетел ко мне на реакцию, и до сих пор Егор это делает. Я очень благодарна этому. Вот, и так сложилась жизнь, что теперь я его увидела вживую. Вот. Огромное спасибо группе Abyss Watching Me, Егору, Вацлаву, Никите. Огромное спасибо Loners. Еще раз скажу, чтобы все запомнили, как их зовут. Никите, Сереже, Вове, Кириллу, Сереже за такие подаренные мне эмоции. Я, правда, не думала, что когда-то вот так все может произойти. Я буду всеми силами стараться помогать ребятам в продвижении, что в рамках моего канала это возможно сделать. Во всех соцсетях я очень буду благодарна, если вы, мои зрители, будете поддерживать ребят, также их слушать, как-то комментировать их песни, все что угодно делать, там, не знаю, репост сделать. Это будет очень огромный вклад того, чтобы продвигать группу. Группа Loners действительно имеет огромный потенциал, чтобы стать очень крутой и знаменитой командой на весь мир. Сначала на Россию, а потом на весь мир. Вот, и я очень надеюсь, что это в скором времени все случится, и я побываю на сольных концертах группы Loners. Вот. Вот такие были мои эмоции, мысли. Я надеюсь, вам что понравился такой влог. Не знаю, как понравился вам такой формат или нет, тоже напишите в комментариях.
Вот. Ну, в общем, пожалуйста, пишите все в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это все очень важно. Также, если хотите поддержать меня финансово, в описании все есть ссылки, чтобы больше путешествовать. И подписывайтесь на социальные сети, подписывайтесь на Телеграм. Обязательно подписывайтесь на ребят, на Лонурса, Бесвочинми, все ссылки будут там. Пожалуйста, если хотите смотреть ребят вживую, приходите на концерт 13 апреля в Екатеринбурге. Также слушайте их, послушайте в скором времени их новый альбом. Ну, огромное-огромное всем спасибо, я только могу сказать. Ну, а мы с вами увидимся в новых реакциях, в новом видео. Всех обнимаю, всем пока, бай-бай. Я надеюсь, вы заметили, что у меня задник другой. Я так-то еще не дома, а в гостях. Пока! Бля, парни, охуенно отыграли, красавцы!